3D-моделировании вообще и конкретно в Maya существует порядка 50 различных методов, множество инструментов и различные техники для создания одной и той же модели. Все эти методы создания моделей правильны, если в конечном итоге полученная модель соответствует потребностям, для которых она была создана. Но общий рабочий процесс, который вы используете для создания модели, может сделать эту работу увлекательной или ужасно тяжелой. Таким образом, вы можете получить конечный результат по-разному, но для вас, как 3D-художника, всегда будет полезен разнообразный опыт. Итак, давайте поговорим о различных сценариях основных рабочих процессов 3D-моделирования объектов. При создании моделей я разделяю эти рабочие процессы по трем основным типам. Первый – это простые hard surface детали, то есть с твердыми поверхностями, где выполняем блокинг основных форм, а затем добавляем детали. Второй – комплексный hard surface, где будем выполнять блокинг форм, отделять части модели, детализировать их, дублировать подобные части и затем завершать модель. Третий – органика, где будем выполнять блокинг основных форм, ретопологию этой геометрии для удобства скальптинга, лепить формы их деталей и снова ретопологию для окончательной модели, а затем передавать все самые мелкие детали текстурированием. Подготовлено клубом «Перевод всем». Мы учим молодых художников смотреть на человеческие формы в блочных больших частях, а затем добавлять детали к этим блокам форм. Итак, я здесь нахожусь в файле упражнений 0104 старт и давайте взглянем на некоторые из этих рабочих процессов моделирования. Первый – простые hard surface, где начинаем с объекта, подобного этому, чтобы создать стакан. Это просто примитивный цилиндр. Затем добавляем subdivisions, которые помогут выполнить блокинг остальных форм, например, добавление стеклянной стенки. Затем продолжаем и добавляем мелкие детали, чтобы убедиться, что все скруглено именно там, где должно быть. Второй сложный hard surface, где, как можете видеть, форма намного сложнее предыдущего примера. Он также собирается из нескольких отдельных частей, чтобы сделать процесс моделирования немного проще. Третий – это процесс работы с органикой, и как можете видеть, здесь мы начали с базовой формы, построенной непосредственно в Maya, затем перешли в Matbox, выполнили ее ретопологию, чтобы получить базовую скульптурную геометрию, и далее вылепили такую форму на этом этапе. Затем добавление мелких деталей, и вы можете видеть, если зумируем на очень сильное увеличение, что модель имеет очень мелкую и подробную геометрию. Такая геометрия на самом деле не может быть непосредственно использована в Maya 3ds Max и большинстве других 3D-приложений, поэтому ее нужно ретопологизировать, а затем упростить, чтобы эти программы могли ее реально рендерить, что и является по сути окончательной задачей. Вы можете видеть, что здесь на самом деле значительно сократился объем геометрии, а все мелкие детали, которые видите в этой модели, фактически переданы через текстуры. Теперь я хочу поговорить очень бегло о методах получения основных форм, которые используют каждый из этих трех рабочих процессов. Первый – примитив моделинг, моделирование примитивами, когда используются простейшие базовые формы, что умеют делать любые 3D-приложения. Например, этот стол. Это просто кубики, которые отмасштабированы и расположены в надлежащем порядке, чтобы в итоге выглядеть как стол. Следующий базовый метод моделирования называется бокс-моделинг, коробчатым моделированием. Здесь вы создаете органическую форму, а на самом деле любую форму, но начинаете с базового куба. Этот куб затем перерабатываете, добавляя subdivisions. Начинаете с базовой формы, чтобы куб находился в правильном пропорциональном масштабе объекта, который хотите построить. Используя алгоритмы Subdivision и целый ряд инструментов Maya, получаете окончательную модель, которая будет выглядеть как-то так. Последний метод моделирования, который используем, Hand Method, ручной, который был очень популярен когда-то, но выпал из популярности, а теперь возвращается с некоторыми инструментами моделирования в Maya. Этот метод строит каждую отдельную поверхность одну за другой, а затем помещает их в трехмерном пространстве, в форму, в которой они должны быть. Итак, начнем с глаз, строя одну за другой каждую из этих поверхностей. Затем, углубившись дальше в процесс, построим нос и рот. Соединим все это, чтобы получить всю переднюю часть лица.
Затем пройдем, индивидуально моделируя заднюю часть головы и уши, и закончим модель построением шеи. Итак, изучив свою модель и составив план работы, сможем наилучшим образом организовать процесс моделирования, используя самые подходящие методы, что значительно повысит наши шансы на успешное завершение модели.